Всем привет, дорогие друзья, на канале PikeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «100 персонажей» из игры GTA 4. Сегодня расскажу про Брюси, Кубибиц. Брюси, Кубибиц, второстепенный персонаж и друг в GTA 4 и GTA Online, а также вспомогательный персонаж Балладо Гей Тони. Владеет собственным автосалоном, занимается лайф-коучингом, сидит на стероидах и не вылазит из спортзала. Вдобавок, Брюси скрытый бисексуал. Брюси родился на Среднем Западе, став вторым ребенком миссис Кубибиц после своего старшего брата Мори. В какой-то момент, скорее всего в подростковом возрасте, Брюси начал заниматься спортом. Тренировки не давали особого видимого результата, из-за чего, отчаявшись, он стал принимать стероиды, что немного влияло на его психику. Повзрослев, он параллельно со спортом стал увлекаться автомобилями, что натолкнуло его на мысль приобрести свой рабочий гараж, что и исполнилось. Плюс к этому появился личный механик Брюси, Ленини. После всех событий игры и ее дополнений Брюси появляется на свадьбе Романа. Также по уходу игры становится ясно, что Брюси рекламирует какое-то питание мистера Брюси Кубибица, что приводит тело в спортивную форму. Это можно услышать во внутриигровом радио. Брюси побрит налысо и не имеет растительности на лице. Он накачан и достаточно высок. В катсценах миссии GTA 4 он выше Нико. Большую часть времени Брюси носит черную куртку, белую футболку и синие джинсы. Имеет кулон с надписью «Неоне». А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Имеет большое состояние, живет счастливой жизнью и удовлетворяет его самого себя. Он громкий, высокомерный и серьезно увлечен фитнесом, упражнений, тренажерный зал. Самовлюбленный тип и любит дорогих тачек, считающий себя очень крутым перцом. Его просто распирает от гордости за самого себя и от желания сообщить всем и каждому, как много у него бабок. Брюси живет на широкую ногу, как мужчина из тех журналов, которые он читает. Ему достается только самые прекрасные женщины, лучшие автомобили, все атрибуты роскошного образа жизни и анаболики. В дополнение Балладо Гей Тони появляется его брат Мори, который сильно издевается над Брюси. Брюси станет другом Нико после успешного завершения миссии на У-1. При достижении отметки дружбы в 75% Беллик сможет позвонить Кубибицу и заказать вертолет с помощью функции «Вертолет» в меню контакта Брюси в мобильном телефоне. Брюси вскоре приземлится неподалеку и сможет доставить Нико в любой район города без всяких пробок и задержек. Правда, количество доступных Брюси местопосадочных площадок в городе не так уж велико, поэтому добираться до места взлета иногда будет не очень близко. Игрок должен получить этот бонус, чтобы пройти игру на 100%.
как и в случае с Джейкобом, однако только прохождение сюжетных миссий за Брюси будет мало для получения бонуса. Придется еще выиграть хотя бы одну из лучших гонок, а также украсть парочку машин. Впрочем, все это необходимо для заветных 100%, поэтому не должно быть тебе особо сдерживать. Брюси свободен с 7 часов вечера до часу ночи, а единственное его любимое времяпровождение – боулинг. Брюси любит роскошь во всем, поэтому ввести его лучше в бар Джерковс или в клуб Спит Сибис, где роскошь, там и женщины. Поэтому стрип-клубы, например, стрип-клуб в Бохане, либо Хонкерс в Олдерне, также станут неплохим выбором. Кроме этого, Брюси без ума от своего вертолета и моторной лодки, поэтому устроит прогулку на одном из его транспортных средств. Дружбы с Брюси потерял столь же несложно, как и в случае с Джейкобом. Достаточно его отношений с Нико перейти на границу в 40%. Судя по китайским иероглифам на теле Брюси, он, мягко говоря, плохо разбирается в китайском языке и понятия не имеет, что на нем набито на самом деле. Когда Брюси снимает рубашку, можно увидеть иероглиф, который означает «меня» или «я», в зависимости от контекста. На пояснице имеет значение «транссексуал» или «травести». На левом руке означает «актер массовки» или «второстепенная роль». На правом руке означает грань между любви и ненавистью. Когда Брюси ходит без рубашки, только в 2 миссиях на его животе можно также заметить тату с надписью «Мамуля». Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Подписывайтесь на Boosty. Вы сможете увидеть файлы моментов с прохождений. Также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов и доступ к закрытому телеграм-каналу, где будут реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛСВК. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Над Брюси часто посмеиваются другие персонажи, например, Роман Беллик и Мори Кубибиц. Он разыскивается за хранение стероидов. В GTA 5 Франклин и Тревор должны были угнать автомобиль Кубибица для Дэвида Уэстона, представившийся подставную девушку, но миссии вырезали. Однако же красный стингер с номером альфа-самец есть на автовозе. Внешний вид Брюс немного изменился между GTA 4 и балладой о Гее Тони. В аддоне у него более бледная кожа и более темные брови. В GTA 4 ее эпизодах в ларьках, где можно купить газировку Спрэнкс, можно увидеть журнал Money Maker, на обложке которой изображен Брюси. Фотографии Брюси есть на одном из журналов в квартире Луиса. Любимые радиостанции Брюси это T-Band 102.7, Liberty Rock Radio и T-Classics 104.1. Хотя в его квартире звучит радиостанция Electro Chops. Иногда, когда Брюси катается на лодке или вертолете, одна из его девушек, Джессика или Эшли Андерсон, использует ту же модель, что и Ширли. У него есть собственный сайт, который рекламируется. Брюс явно гордится своим телом и здоровьем, однако, в отличие от большинства бодибилдеров, Брюс бы зазрелся вести, пьет алкоголь и с радостью ходит в бары с Ником, но не настаивает на том, чтобы напитки были с низким содержанием углеводов. Ему нравятся дорогие напитки, так как он получает удовольствие от того, что тратит серьезные деньги в баре. Если Брюси попросит игрока подвезти его из больницы, он появится без рубашки. В конце поездки на вертолете можно увидеть несколько спортивных автомобилей, проезжающих мимо дома Брюси, или даже редкие автомобили, такие как Комет, Супер GT и Инфернус. Несмотря на заявление о том, что он
Несмотря на заявление о том, что он избавился от своей одержимости автомобилем в 2019 году, обновление Los Santos Tunings подтверждается, что его бизнес по импорту-экспорту все еще работает. И на этом история про Брюс и Куби Битс из игры GTA 4 подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте выполнять действия, которые видите прямо на ваших экранах, а именно лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Пайкмейкер.